Добрый день подписчикам и новым посетителям нашего канала. Сегодня мы поговорим с вами о сборке настольного встречевателя Dana, одной из интересных и популярных моделей. От себя добавлю, что достаточно удобных после доработок с новым держателем для встреч-пленки. Значит, комплектация. Что вы получаете в комплектации? В комплектации у вас идет сам столик раскладной, две боковые ножки. Вот так они выглядят, да? Дальше перемычка верхняя и перемычка нижняя. Плюс идет в сборе держатель для встреч-пленки. Сейчас я покажу, как производится сборка. Для начала рекомендую взять вот эти две ножички, берем, ставим вот так и берем перемычку. От себя добавлю, что у вас будут в перемычка вкручены вот такие винтики. Я уже их выкрутил, подготовил. У вас они будут вкручены. То есть вам предварительно нужно будет их выкрутить. Значит, теперь мы вставляем между треугольничком и пытаемся наши отверстия правильно, чтобы они совпали. И наживляем винты М4. Для начала наживляем. Вам понадобится для сборки крестовая отверточка либо шуруповерт. Так. Сейчас я покажу все более детально и близко вам. Итак, вот наши два винта с одной стороны, два винта с другой стороны. Значит, мы их вкручиваем с вами. Теперь мы переворачиваем и делаем аналогичное с противоположной стороны действие. Опять вставляем в отверстие и вкручиваем. Так, я заканчиваю вкручивать. Теперь мы переходим к следующей операции. Как я говорил, есть планка. Вот вкрученные винтики. Сейчас я должен буду их выкрутить и прикрутить вот эту планку на данное место. Так, вот я закручиваю последний винт с этой стороны. От себя рекомендую всегда наискось. Вначале один винт на этой стороне закручивать, потом другой винт на другой, чтобы попасть в соосность отверстий. Потому что если вы скрутите на одной, вам потом будет не очень удобно собирать. Поэтому собирайте лучше крест-накрест. Так, все, теперь собрали. Теперь переходим дальше. Итак, следующая наша задача — это прикрепить столик. Столик крепится у нас с лицевой стороны. Опять-таки, вот есть 4 отверстия. У вас будут идти вкрученные в них винтики, и вам останется только их выкрутить и заново закрутить. Как мы крепим столик? Столик крепится таким образом. Вот так вот. Сейчас я покажу поближе, как он крепится. Нажимаю один винт, чтобы он не упал. Покажу вам более детально. Так, значит, крепим его вот в эти отверстия. Да, два отверстия с одной стороны и два отверстия с другой стороны. Сейчас будем крепить. Так, показываю, что вот я вкручиваю винт.
Сборка данной модели, в принципе, у вас, я не думаю, что займет очень большое время. В принципе, при наличии инструмента и, как говорится, займет у вас 5-10 минут. Так, мы практически готовы. Теперь мы переходим с вами к последнему шагу. Наш уже каркас весь собран. Теперь показываю, как работает столик. Столик работает вот этими двумя кнопками. Складывается, точно так же раскладывается. Все, готово. Теперь переходим к самой шпуле. Значит, шпуля крепится вот этими двумя винтами вот в эти отверстия. То есть крепится сам шпуледержатель. Сейчас мы его прикрепим. Вставляем раз, вставляем с вами два и закручиваем. И со второй стороны. Я бы рекомендовал вам все-таки затягивать крючок, потому что это единоразовое, как говорится, мероприятие. Поэтому давайте с вами затянем крючок. Здесь вот раз. И здесь два. Так. Значит, мы с вами собрали. И последнее, что я вам покажу, как снимать шпулю для того, чтобы заправить в нее стрейч-пленку. Итак, заправляем стрейч-пленку. Первым делом вы должны вытащить шпулю. Для этого раскручиваем с правой стороны барашек. Этот барашек нужно выкрутить полностью. С левой стороны лишь ослабить. Все, теперь вы ее можете вытащить. Так, мы вытягиваем. Снимаем пластину с пружины и ставим стрейч-пленку. Ставим назад пластину. Так, и вставляем вот в это отверстие обратно все. Обращаем внимание, что вот здесь вы обязаны завести вот так вот, чтобы гайка и барашек были между. После этого вы зажимаете и возвращаете назад вот эту вот штучку. Значит, как регулируется натяжка? Натяжение регулируется путем вот этого вот этой вот черненькой гайки. То есть вы регулируете натяжение пружины. Вот. То есть если вы ее крутите на себя, то пружина будет у вас натягиваться. Соответственно, будет у вас более высокое натяжение пленки. Сейчас попробуем. Вот, все готово. Все. Аппарат готов к работе. Будем рады новым заказам, а также старым нашим заказчикам. Благодарю за внимание.